Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Guard.ua, и сегодня должен выйти долгожданный глобальный патч с множественными изменениями. И если вы думаете, что понерфили Антимага и Манки Кинга, то, ребята, вы глубоко ошибаетесь. Двух этих молодых не нерфили от слова совсем. И давайте так, вернемся сейчас к каточке по-быстрому. Какой у меня план на сегодняшнюю игру? Честно, мне хочется какую-то каточку сделать красивой, интересной. И на чем-то таком вот прикольном. Тут по реликвиям такой... Хотя, на самом деле, реликвии прикольные. Хотел сказать только, что же такое себе. Ну, на самом деле, реликвии прикольные. Тут можно и поиграть через золотые роллы, и через тролля пятерочку, и через импресску, и через Свена можно поиграть. Ну, а если попробовать какой-то контент записать с пандочкой, а? Так, все это хрень, я это все буду скипать. Вот так вот делаю. Это тоже хрень мне не надо. Так, мана плюс 50%. Ну, на самом деле, мне тоже она не нужна. Возьму Мирану еще. Короче, знаете, я придумал, на чем я хочу сыграть. Я придумал, на чем хочу сыграть. Короче, я хочу сыграть на следующем. Я хочу сыграть через Марси, через 6 эльфов, через 4 кунг-фу, а там уже дальше по ситуации буду отталкиваться, через что поиграть, потому что здесь так же самое, есть еще и духи сверху. Ну, короче, ребят, немножечко про поводу патча. Сегодня выходит долгожданный патч, обновление на самом деле такое себе посредственно, разработчики, как обычно, они не слышат свое комьюнити, они не знают, как это балансить, все такое. Короче, поусиливали некоторых героев довольно-таки сильно, а также, также... Сейчас, секундочку. Так, перчаточка, это хорошо. Это хрень. О, клевер, отлично. Клевер то, что доктор пописал. И под кунг-фу подходит, и под панду подходит. Интересно, мне пандочка что-нибудь принесет в этой каточке или болт на 28 только принесет? Ладно, короче, есть два там прикольных предмета, и один из этих предметов, считаю, ультра имбалансный. Он дает весь наносимый урон героям, точнее, весь урон, наносимый героям, становится чистым. То есть... Представьте себе картину, да, это слишком такая, знаете, влажные мечты и все такое, но такой скилловик по-любому да найдется. Короче, смотрите, 6 охотников, плюс антимаг в 2 звезды, плюс 2 предмета 4 тира, это вот этот вот новый, и, соответственно, мантия короля. И теперь представьте, что вот это вот, ну, короче, вот эта вот способность антимага, я просто не помню, как она называется. Вот эта вот способность антимага, она дает взрыв. И этот взрыв, он бьет чистым уроном. Не магическим, а чистым. И вы скажете такой, ну, в принципе, сильно. Но не так сильно, как через магический дамаг. Я часто с вами соглашусь. Но вот, допустим, против вас будет какой-то джиггернаут, да, с крутилочкой 80%. И вы скажете, ну, в любом случае антимаг его пробьет. Согласен. Но вы прикиньте, чистый АОЕ дэмэдж от антимага. С мантией короля, с охотником и все такое. Сильно? Я считаю, это очень сильно. Ну а так, в целом, ребят, обзор на этот новый долгожданный патч я сделаю, поэтому ждите. Ждите, в скором времени он появится. Если получится, я в текущий день его, соответственно, тоже выложу. То есть, сегодняшний ролик выходит именно в день выхода патча, и, соответственно, я буду делать в этот день обзор на этот патч. И все, в принципе, это все, что я хотел сказать. Поэтому буду делать обзорчик. И надеюсь, все будет хорошо, все будет прекрасно, все будет замечательно. Надеюсь, по крайней мере. Надеюсь. Там просто некоторые моменты и тонкости я хочу проверить. Там на самом деле довольно-таки большой патч вышел. С множеством новых механик и тому подобное. С реликвией новой. Короче, ладно, давайте не об этом, давайте вернемся в каточку, потому что на самом деле мне довольно-таки сложно сейчас сосредоточиться, рассказать вам что-то и продумать свои следующие ходы. Но вкратце скажу так, я вроде бы как бы доволен. Вот эта вот голодовка 6-месячный плюс, то, что ничего не выпускали, ничего не улучшали и тому подобное, вроде бы как я доволен. Серьезно, то, что хоть что-то, но подвезли свеженько, знаете, аж подышать от этого хочется. Но... Я думаю, прекрасно понимаете, 6 месяцев плюс, антимаг и Манки Кинг до сих пор не понерфленные, инсектоиды не понерфленные. Короче, жестко. Я, кстати, выйду, наверное, в уровень все-таки 5 и вот так вот сделаю. Я думаю, будет так правильно. Плюс халявный ролл сейчас поставил. В общем, план на текущую игру. Будем играть через эльфов, плюс синерию кунг-фу, плюс Кири Марси. Я давненько не играл на такой Марси, и надеюсь, что в этой каточке у меня получится сыграть на Марсе. Тут на самом деле, о, я понял, там уже чел панду себе нашел. Нормальный такой столик он себе там собрал. Так сказать, добротный. Там сильные уже столы. Очень сильные столы. Если мне, конечно, фратанет, все будет хорошо. Если.
Если. Короче, ребят, что я хочу сказать. Вы обязаны меня поддержать своими лайками, комментариями 3 слов. Поэтому, ребят, если ты еще не поставил лайки, комментарии, то обязательно поставь. А если ты еще не подписан, то обязательно подпишись. Сильно. Сильно. Короче, если ты еще не подписан, то обязательно подпишись. И я, наверное, буду блочить текущий ролл. Слишком много хорошего там упало. Да, я, наверное, буду блочить. Я хочу напомнить, ребят, что сегодня в 6 часов вечера будет стрим. Это будет лобби с подписчиками, либо же это будет соло-ранг. Соответственно, в телеграм-канале я сделал опрос на этот счет. Поэтому давайте, вы влияете на текущий стрим, какой он будет. Будет это лобби с подписчиками, либо же это будет лобби соло-ранг. Все зависит от вас. Все, давайте, ребят, переходим в мой телеграм-канал, обязательно подписываемся на него, а также голосуем. Голосуем в вопросники. Если, соответственно, это будет лобби с подписчиками, то по традиции я буду делать отдельную запись с номером лобби и паролем. Вот. Вот. Но мне прекрасно пока идет. Тьфу-тьфу-тьфу. Мне пока что очень даже хорошо идет. Очень. Еще и волшебник. Ну, блин. Не знаю, я хочу продать сейчас Трента. И поставить Гранд Геральда. Сложный выбор у меня стоит сейчас, сложный. Не знаю, короче, как поступить. Вообще не знаю. Фух, короче, в последний момент я все-таки решился на то, чтобы продать Зарендуху и купить себе Гранд Геральда. Ну, мало ли, реально мне какое-то усиление придет хорошее. Нича пришла, отлично. В самом деле, у меня очень дорогой стол сейчас. Закупочный. Ворук жрец там уже понял. Ребята, можно не такие огромные быть? Там чувакам поприходили панды, а мне нет. Я тоже хочу себе пандочку. И мне пандочку дай. Знаете, когда мне придет панда? Когда она мне вообще не нужна будет. Вот так вот мне панда и придет. Когда она мне вообще не нужна будет. На самом деле, я бы не отказался от хитреца. Хитрец имба. Давай хитреца. Я вместо Марси поставлю, и будет у меня хитрец пока что. Хотя Марси тоже шикарный персонаж. Я на самом деле Марси обожаю. Если мне сейчас еще одна Марси придет, я с помощью яйца апну. Не глядя. Друидов продам, короче, чтобы выйти в 10 монет. Как бы мне не хотелось, но друидов я продам. Мехов пока что я оставляю. Так, Трентуха есть, отлично. Такое себе, конечно. Цветочка, цветочка. 3 волшебника у меня уже есть. Ну, хочу ли я играть через эльфов? Вот в чем вопрос. Надо ли мне это? Но по идее можно было бы поиграть через эльфов. Чтобы хорошенько так красиво стартануть. В самом деле, кстати, здесь же есть темпларка. Я, в принципе, могу через полных эльфов играть. Только мне нужно будет керри темпларка. Но тоже, если керри темпларка ко мне не придет, то все. Я, наверное, Цвету все-таки продам. Ну, типа, прикольно было бы через импресску поиграть, но я думаю, Цвету все-таки продать. Надо выйти максимально быстро, 50 плюс монет. Время тикает-то. Время-то тикает. Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что мне по реликвии упадет. Я, конечно, надеюсь, что мне сейчас хаотичный договор упадет. Это все мне не надо, я рандомлю. О, Тренту. Я дебил. Ой-ой-ой. Боже, какой я дурак.
так обрадовался, так спешил. Трындец. Ладно, бывает, ничего страшного. Бывает, ничего страшного. Да. Да, девочки. Это жестко. Я только что потратил, если что, на 3 монеты больше, чем должен был. Это люто. Это люто, не то слово. Я, кстати, волшебника этого продам. Так как у меня есть хаотичный договор, мне, в принципе, некуда спешить. Да, я по хпшке так экономлю, все такое. Мне, в принципе, сейчас вообще некуда спешить. От слова совсем. Потихоньку, размеренно сейчас поднимаюсь в уровне. Ну, точнее, по инкаму сначала, а потом в уровне буду подниматься. Мне нужно как минимум 9 найти. На 9 уровне я буду 100% ролиться, чтобы найти себе Марси в 3 звезды. И от этого уже буду отталкиваться. Я надеюсь, конечно, что мне получится еще быстрее ранее кунг-фу найти. Было бы вообще шикарно, если получится. Но если не получится, то ничего страшного. Мне на самом деле моя ситуация нравится. У меня есть хаотичный договор, который даст мне предмет 3-го тира. А из предмета 3-го тира мне нужно следующее. Мне нужен драконий рог. Обязательно. Там чуваку сбили винстрик. А, ну это охотник сбил винстрик, окей. Но охотник это такой чел, который может спокойно сбивать винстрик. Так, Марси. Вот так вот. Как я уже говорил, я не глядя буду апать Марси. Вообще не глядя. Марси это имба. Всем рекомендую, если Марси ранее в 2 звезды приходит и есть нужные предметы, то обязательно ее брать. Обязательно, не глядя. Почему? Потому что Марси в 2 звезды, если есть еще и Малшторм, то это все, это будет разрыв. Это будет разрыв тоталити. Будет бить так, шну его в баню. Я бы на самом деле даже кливеры бы ей дал, но я не хочу пока что кливеры давать, все-таки у меня есть панда. Я сейчас следующий раунд выиграю, хотя там 6 охотников, я могу не выиграть следующий раунд. Но благо то, что охотник без денег на самом деле. У него типа 8 монет, есть винстрик, но у него не слишком огромный стол. Ой-ой-ой-ой, боже, жалко у меня Мейлшторма нету. Ну, да и так мне еще и продавать ничего не надо, у меня все есть. Перчатка имба. Просто вражеский суммон схавал, плюс 1 монетку получил. Выиграл раунд, тоже получил плюс 1 монетку. Цветка так хорошо идет, аж не верится. Сейчас посмотрим следующий раунд. О, ребят, знаете, что я вспомнил? Что в следующем патче вот эту вот реликвию кабанчиков так будут жестко душить. Там уже у чувака Monkey King на 5-м, на 6-м, ладно. Ну ладно, на 6-м уровне у чувака Monkey King. Ну, нормально. Короче, реликвию кабанчиков нерфит нереально. Теперь, когда 10 раундов пройдет с реликвией кабанчиков, больше они расти не будут. То есть вот за 10 раундов, сколько реликвия это работала, столько, соответственно, и будет апаться. Соответственно, вышло вот это вот количество раундов, вот сколько получили монеток, столько получили монеток. Я, короче, грима продам. Марс. Боже, как хорошо Марс идет. Отлично, усиление тайминговое. Мне нравится. Я, кстати, наверное, сейчас эльфийскую волшебницу продам, потому что она мне не особо нужна. Тут, в принципе, сейчас как бы расстановку не... Кстати, огромный у меня стол. На секундочку, стол-то у меня огромный. На секундочку. Огромнейший стол. Прекрасно. Да, я эльфийскую волшебницу продам. Поэтому, ребят, продам недорого. Пишем в комментарии, я, соответственно, с вами свяжусь, почему ее продать. Блин, дай мне Мейлшторм, пожалуйста. Мейлшторм хочу. Дай. Мейлшторм. Давай, Мейлшторм. А пошел-ка я в 5-ю точку, правильно? На небо, на звездочке. Наверное, стоит найти еще один клевер. Ну, клевер не упал, поэтому я возьму медальон. Медальон всегда пригодится.
Медальон, ребят, ни в коем случае мы не скипаем. Вообще ни в коем случае медальон мы не скипаем. Я вот в предыдущем ролике показывал там каточку с новой китайской метой, где Джаггернаут, керри и все такое. Я там случайно скипнул медальон. И чуть не проиграл игру из-за этого. Чуть. Поэтому, ребят, я говорю и буду говорить, никогда не скипаем медальон первого тира. Никогда. Никогда. Скипайте все что угодно, но не медальон. Ну, охотники нормально меня там напилили. 4000 урона молодой нанес. Понял, принял, осознал. Осознал всю суть бытия. Не знаю, мартретка мне нужна. На самом деле мне мартретка не нужна. Если откровенно честно быть, то мартретка мне не нужна. Мне нужен будет антимаг. Это первое. Мне нужна темпларка. Ну и в принципе все. Трендуху я оставлю, потому что это кусок мяса с уклонением, с отхилом, все как надо. Там снайпер заряженный. Чисто чел с солью напихался. Там, кстати, еще бог-орк будет. Бог-жрец будет. Бог-орк. Чел на снайпере там нормально так зарядился. Готов к обороне. Свежую соль набрал. Молодец. Блин, я надеюсь, мне предмет третьего тира нормально упадет. Мне реально нужен драконий рог, потом мне нужен бус. И можно, в принципе, дезолятор, что попал. Дезолятор, который дает минус 12 брони, это то, что доктор прописал. Я все-таки в действительности буду ролиться на 9 уровне. Раньше я не буду ролиться. Раньше, я думаю, в этом нет никакого смысла. То, что там два типочка играют на устрике, это меня только радует. И я так понимаю, здесь будет кто-то играть через Свена. Раз Свен здесь есть, я вижу, там есть демоны, поэтому, скорее всего, здесь кто-то будет играть через Свена. Угу. Понял, принял, осознал. Что мы будем делать с ним? Да, в принципе, мои эльфы... Шахимат. У чувака ник Шахимат. Играет через инсектоидов. Уже 2 Манки Кингов нашел. Понял. Шахимат, окей. Не, ну по идее, смотрите. Если даже здесь будет Кири Свен, и у меня будут хорошие предметы, и чел не найдет себе Манки Кинг бара, я буду играть через Марси, то, соответственно, он мне ничего не сделает. Он тупо в меня не попадет, а я ему порву лицо довольно-таки добротно. А еще, кстати, меня Лина вынесла. Норм. Я что-то не понял, конечно, как у меня Марси сдохла. Лагуна, что ли, прилетела в Марсе? Оу май. Всего лишь на 19 раунде ко мне пришла первая панда. Ну, нормально. Так, ребята. Сразу говорю, моя задача вынести этого инсектоида. Как только я выношу этого инсектоида, все, моя задача выполнена. Я могу, в принципе, вообще не париться на этот счет. Я его вынес. Я доволен буду собой. Плевать на результат этой игры. Самое главное вынести инсектоида. Серьезно. В топ-3 захожу, вынося это... О, инсектоид, здорово. А ну-ка, ну-ка. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай покажи свою скиллуху. Ой. Манки Кинг не упал, да? Ой, сейчас ты получишь. Сколько ты получишь минуса? Я надеюсь, как можно больше ты получишь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, маловато ему дам. Да, маловато. Минус 12 всего лишь дал. Маловато. Маловато дал. Серьезно. Серьезно маловато дал. Надо было побольше. Ладно, идем дальше в уровень. Охотник мне вообще не нравится. Чел на охотниках, ему будет абсолютно плевать на моих эльфов. Абсолютно. Сколько бы уклонений у меня не было, там абсолютно плевать будет. Одна тычка попадает, все, там вечно он будет попадать. Но на самом деле против... Хотя, подождите. Тут же есть еще и духи. Поэтому вдруг чего я смогу перестроиться в духов, если прям все плохо будет. Так же самое это касается еще и демонов. То есть, если там челик будет играть на Свене, то если эльфы мне помогать не будут, и я буду жестко просаживаться на эльфе, то, соответственно, я буду собирать себе духов. Ну так, подстраховка трусов моих будет.
У! Я забыл. Там же награда за гоблинов была. Это мне надо. Это мне надо по любасику. Хочу клевер. Хочу еще клевер. Вот так вот, короче, предметы перекину. Ого, тролль пятерочка. Это не... О, понял. Свен. Будет Орна, если он сейчас Свена найдет себе раннего в 2 звезды. Это будет вообще просто лютая поплава. На самом деле, я не знаю, какую реликвию мне сейчас брать. Вроде бы вот сумка Пандомена классная тема, и такая же классная тема — это аптечка. Надо сейчас будет смотреть от итога этого раунда, и потом уже от этого отталкиваться. Хотя, ладно. Я, короче, передумал. Ладно. Короче, пока я заканчивал свою мысль, я решил в своей голове то, что я возьму себе сумку Пандомена. Она мне пригодится. У меня не все так плохо, хотя на самом деле можно было бы взять аптечку и попробовать поиграть через лустрик. В самом деле. Неплохо тут Бухорк меня распилил. Кстати, охотнику сбили винстрик, мне сбили винстрик. Нормалек. А он взял бы сейчас аптечку. Я бы смог это поражение в свою пользу выставить. Но на самом деле плевать. Абсолютно плевать. Потому что у меня есть сумка Пандомена, мне пригодится, пока я буду ролиться. Пригодится. 76 хп, 50 монет, почти 9. Ну ок. На самом деле, я жестко упарываюсь в 9 уровень, хотя я могу и не упарываться в 9 уровень. Мне и 8 будет с головой. У меня же горло зарепело. Мне и 8 будет с головой на самом деле. Но я хочу 9 взять, потому что я хочу еще и темпларку себе попробовать найти. Но и вдруг чего перестроиться в другой билд. Вдруг чего. Мало ли мне будет дух пятерка идти хорошо. Это вот этот Элем, Энигма. А где мое кунг-фу фуловое? Мне так хочется свое фуловое кунг-фу уже увидеть. Давай, Марсин. Обидненько. Обидненько. Спасибо, пивная панда. Так, медуза еще пришла, это мне пригодится. Так, я выйду, короче, из инкама. Буду ставить сейчас вот такое вот усиление. Мехов распродаю. В самом деле, я хоть и поспешил, я еще и забыл сумку Пандомена юзнуть. Боже, сколько я ошибок в текущей игре наделал. Но это просто из-за того, что я спешу. Вот серьезно, это тупо из-за того, что я спешу. Но сейчас уже импакт есть от моих эльфов. Чел на Манки Кинге тупо меня попасть не может нормально. Меня это только радует. Блин, если я соберу в 3 звезды и все будет как надо, это будет люто. Там чел уже на свенчике в одну звезду. Ну, короче, там уже на винстрик он пошел. Так, Фуриончика пока апнули. Сларка я, наверное, поставлю пока что вместо одного трентухи, чтобы у меня было 4 морских. Ну, мало ли, защититься от всякого урона от способностей. И... Ладно, пока что пусть клевер будет в панде пивной. На следующем раунде я буду юзать сумку по доменам. Так, ну, жицы такое. Жицы меня вообще ни грамма не смущают. Так, пивной панде отдаем этот предмет. Этот предмет тебе отдаем. Так, ну все, по сути. Самое главное сейчас, чтобы чел не нашел себе Свена в 2 звезды. Там мою темпларку уже купили. У меня так-то на нее права. Алло. Так-то у меня на мою темпларочку права. Это моя собственность. Не покупаем мы темпларку. Поняли? Трогаю это мои... Понял. Ну, без фулового кунг-фу этого резака я в жизни не пробью. Я ему наношу, чтобы вы понимали, по 40 урона. Да, прикольчик.
У нас с ним, я так понимаю, будет вечная баталия. У него фулл-гоблины. У меня, соответственно, тренд, который люто хилит. Плюс у меня ж морские, которые с 60% поглощают урон со способности. Так что урон они мне вообще почти не наносят. Вот это вот баталия. Но 60% от морских прям люто помогают. Надо Марси в 3 звезды. Да, у нас не ничья. Тупо никто из нас не мог друг друга уничтожить. Но это до поры до времени. Как только у меня появится фуловая кунг-фу, все будет вообще шикарно. Так, активируем сумочку и поехали. Так, Манки... И Манки Кинг, и все как надо. Мне это нравится. Мне это капец как нравится. Вопрос теперь в следующем. Нужен ли мне фура? Вообще нет. Вообще фура мне не нужен. Мне его потом надо будет продать, если найду антимага, и либо же темпларку. Хотя на самом деле лучше, чтобы темпларка и антимаг пришли. Ну вот и посмотрим на мою скиллуху. Придет ли ко мне антимаг и темпларочка. Я сейчас, наверное, попробую предмет 5-го тира найти какой-либо. Бусы и Марси, и антимаг. Что это за божественная щедрость от бога рандома? В чем, так сказать, этот подвох? В чем подвох, что мне так хорошо поприходило? Вопросик. Бог рандома, у меня есть к тебе вопросик. Ладно. Ладно, я возьму Радик. Кто вдруг не знает, как работает синергия кунг-фу, объясняю. Синергия кунг-фу, если что, работает как на способности, так и на предметы, которые дамажат. Короче, на все, что наносит урон, на все работает синергия кунг-фу. Касается это и щита 5-го тира, касается это и Мьёльнира 5-го тира, и Радика 5-го тира. Все, что дамажит. И предмета 2-го тира, который медальон, который 50% возвращает чистого урона от нанесенного по вам, магического либо физического. Либо чистого тоже. Но 50% возвращает. Так, ну, медальон у меня есть. Я могу спокойно сейчас всех выносить, что и будет, скорее всего, да? Боже, я обожаю играть на кунг-фу. Кунг-фу это прям, знаете, как состояние души. Наваливаем, наваливаем. Марси, пожалуйста, Марси. Одну Марси. Надо Марси. Манки Кинг это хорошо. Марси, дай. Да! Ну, что, ребята, могу вам сказать. Я почти фулл упакованный. Теперь мне осталось только идти в уровень, чтобы поставить, если что, 4 морских себе сверху. В общем, что мне теперь надо для фулл комплекта? Радик есть, но на самом деле лучше, чтобы было вместо Радика щит 5-го тира. Но и Радик тоже подойдет, на самом деле. Радик это тоже имбулька еще и та. Просто щит 5-го тира идеально будет смотреться против Свена в 2 звезды. Да и просто против Короче, щит 5-го тира против всего хорошо смотрится. Особенно отлично смотрится это на полной синергии кунг-фу. Это вообще шикарно смотрится. На полной синергии кунг-фу. Так как щит будет возвращать урон, а тот, кто не знает, как работает синергия кунг-фу, то объясняю. Чем больше у вас урона с руки, тем, соответственно, выше шанс, что сработает синергия кунг-фу как первого уровня, так и второго уровня. Чем меньше у врага хп, тем, соответственно, он тоже кунг-фу будет срабатывать намного чаще. И вот щит 5-го тира вам дают, допустим, Свен на тычку на 1000. Так там сразу и ваншот может сверху прилететь. Блин, жалко, что только одна Марси выжила. 7 хп осталось у молодого. Так, ну Энигму я возьму, пусть будет. Энигму возьму, пусть будет. На всякий случай, я, наверное, буду духов собирать. Ну, так сказать, береженого Бог бережет. Лучше я перебздю, чем не добздю. Правильно? Правильно.
Все-таки Свен это не шутки. Ну и там еще и охотники есть. На самом деле у всех так мало хп осталось. О, он еще и с драконьим рогом. Серьезно? Охренеть. Это будет сложно. Ну да, единственное, что я могу ему точнее, против него поставить, единственное, что я могу, это духи и щит 5-го тира. Это единственное, что я могу сделать. Нормально. На мгновение я подумал, что он меня сейчас вынесет. Спасибо, панда, спасибо. Хороший подгон, я о нем никогда не забуду, поверь. О таком подгоне царском я никогда не забуду. Никогда. Слишком это царский подгон. Блин, пожалуйста, вынесите кто-то этого вот молодого на шахе мате, который Свена в 2 звезды собрал. У него слишком хорошие предметы. Надо, чтобы кто-то его вынес. Там тролль в 2 звезды тоже пришел, он тоже играет там через ведьмаков. Интересно. Хорошо, что я медалем 1-го тира не скипнул, да? Там 2 чувака, которые играют через богов-жрецов. Хорош. В самом деле, у меня сейчас очень много уклонения, но, ребята, я напомню, кто вдруг не знает, то когда у вас 50% уклонения наступает, то чем выше у вас уклонение, тем, соответственно, меньше дают предмет вам уклонения. Это такое вот правило небольшое. Не попадай по мне! Хорош. Хух! Хитрый какой, баночки имеет. И, кстати, обезоружка на моем Марсе сейчас не кидается, потому что у моей Марсе нету много урона с руки. Угу. Но в самом деле охотникам будет плевать на меня. Сейчас он настакает на Свене себе посох 3-го тира. Интересно, кому он отдаст. Я думаю, Манки Кингу отдаст. Хотя Манки Кинг в 1 звезду всего лишь. Тогда он, наверное, отдаст его в СФ. Хотя на самом деле... Хотя хрен его знает. Не знаю, наверное, отдаст СФу. А может, антимагу. Я думаю, СФ отдаст. Дракон-маг. Хейдес вообще что-то непонятно собирает. $320 урона у моей Марсе. И 340 у Трентухи. Надо сейчас будет грамотно ставить свою Марси, чтобы вот этот вот радиус, как радик работает, максимально по вражеским юнитам задевал. Я возьму сейчас аптечку. Вот сейчас я возьму аптечку. Беру ее потому что у меня много хп, это первое. И вдруг чего, если я буду жестко проигрывать, то я, соответственно, могу 11 уровень еще взять. 11 уровень это одна лишняя фигура, а лишняя фигура не будет. И медальончик возьму. Чисто я сейчас по максимуму обмажусь уклонением. У меня где-то, ну вот, со всеми моими предметами, которые у меня есть, а у меня дает радик 25% уклонения и 2 медальона по 25. То есть у меня примерно с синергией эльфов, ну где-то 80% уклонения суммарно, да. Ну может там 82, ну короче там копеечки добавляется сверху. А вот, кстати, Свенчик. Окей, я думаю, он антимагу отдал посох. Что-то мне кажется, что он реально отдал антимагу посох. И мне, кстати, надо будет поставить фул морских. Ну, не фул морских, а 4 морских, потому что там жесткие ребятки, которые есть, которые с прокаста могут натренделять хорошенько. А щита 5-го тира пока что у меня нету. Аптечку активировать пока что заранее не буду. Я посмотрю, что сейчас будет. Если я, соответственно, раунд проиграю, то я активирую аптечку. Не буду с этим спешить. Ну и в баню. Так, вот молодой горячий. Так. Ого! А неплохо он меня приколол. Ничего, один раз это прокатило, второй раз это не прокатит.
Ладно, импреску продам, я не буду брать импреску. Я подумал о том, что может быть импреска мне в действительности пригодится, но нет. Там 9 охотников, это меня тоже не радует. 9 охотников это жестко. Если не найду щит 5-го тира, то он может мне спокойно порвать это 9 охотников. Что же делать? На самом деле я не знаю, что делать. Но то, что у меня есть 4 морских, они меня защитят от вот этого вот прокаста СФа. Элементарно 60% урона со способностью у меня заэвейдится. А что-то типа Манки Кинга будет сегодня? Духов на всякий случай собираю. Вот я их собираю, потому что против меня есть охотники, есть Свен. А эльфы мне могут не помочь против них двоих. И вот, когда я соберу себе 6 духов, то это может мне помочь. Предметы, кстати, такие себе у этого охотника, поэтому я смогу, наверное, спокойно его вынести. Так, отлично. Хорош. Так, все. -1, бог-жрец. Пока-пока. Рад был повидаться с тобой, дорогой. Хочу усиление. Отлично, усиление есть по энигме. Мне теперь темпларка надо. Темпларки пока что нет. Окей. Может найти еще один медальон, а? Чисто по приколу. А давайте была не была, просто найдем еще один медальон. Пусть будет. О, сейчас полностью обмажусь этими медальонами. Пусть будет. Больше уклонения богу уклонения. Сейчас надо еще расстановку поменять. Под охотника сделать больше. Так, ну, в принципе, все красиво. Проверяем. Демонки Кинг. Алло. О, все, наныл. Еще и темпларочка 2 звезды у меня, а? Какая красота. Можно будет вдруг чего с Марси пересесть на темпларку. Я просто что еще говорю, что я хочу именно духов собрать, на всякий случай. Чисто из-за того, что, смотрите, синергия кунг-фу, она будет срабатывать и на синергию духов. А синергия духов 6 наносит, если что, энное количество урона. 20% от максимального здоровья чистого урона наносит. И это жестко. И все это в кучу может сработать на Свенчика. На Свенчика, на охотников и, соответственно, синергия кунг-фу. Это будет лютый развал. Так, отлично. Фух, второго бога жреца вынес. А вот чел, который играет через Севена 2 звезды, меня вообще не радует. Три палки закинул в Манки Кинга уже. Чтоб мало не казалось. Сейчас самое главное уследить за этим моментом, когда чел будет искать себе предмет 4-го тира. Ну мало ли он там найдет себе Манкикин бар. Если он найдет себе МКБ, он, соответственно, всех моих эльфов просто подчистую будет сбривать. И, соответственно, мне никакое уклонение не поможет. Поэтому мне нужно будет в моменте просто перестроиться в духов. Сейчас самое главное уследить за этим моментом. Это самое главное. Не услежу за этим моментом, будет поплава. О, драконий рог, отлично. Драконий рог это прекрасно. Я в медузу закинул. Ну это все хрень, она мне не надо. Так, стоп, подожди.
нету. У того чувака у него есть БКБ, но МКБ у него нету. Мьёльнира возьму. Я не просто так беру Мьёльнир. Смотрите, когда меня будут бить, соответственно, есть вероятность, что сработает молния. А если сработает молния, то есть, соответственно, вероятность, что сработает синергия кунг-фу. Так же самое это касается и когда я буду носить тычки. Те, которые молнии будут вылетать, будут иметь вероятность, что сработает синергия кунг-фу. Это круто, это сильно, это прекрасно. Это будет развал кабины. Человек до сих пор без МКБ даже не ищет это МКБ. Ну чё ж, царство тебе небесное, молодой. Или мне? Так, ну, прокаст СФ я спокойно пережил. -1. -2. И я на самом деле думал, что охотник меня сможет вынести, но нет. Не хватило силенок у этого молодого. Не хватило. Как же красиво Марси только ж. Ай-яй-яй. Ну вы сами видели, да? Красотка чисто. Там хороший Свен. Ему надо было искать МКБ. Нашел бы МКБ, то он бы смог меня вынести. Но МКБ он не нашел, поэтому и не смог меня вынести. Снайпер тоже неплохой, но у него никакого отхила не было, поэтому такое себе. Ну, бог жрец, кстати, тоже неплохой. С некрами. Хорош. У меня тоже прикольный такой столик. У меня и стол прикольный, у меня и синергии прикольные, у меня и предметы прикольные. В общем, короче, все прикольно было. Я считаю, все отлично было даже. Фух. Ну, я считаю, что каточка добротная и ознаменует хороший конец текущего патча. Мне понравилось. Последняя каточка в последнем патче. Эх. Ну, не в последнем патче. Короче, последний день в текущем патче удался. Вот так вот можно сказать. Мне все зашло. Поэтому, что думаете вы по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. Также, ребят, не забудьте поставить свой лайк, это обязательно. И комментарий 3 слов, если тебе все равно нечего сказать в комментариях. Просто комментарий 3 слов, чтобы меня поддержать. А если ты еще не подписан, то обязательно подпишись как на меня, так и, соответственно, на мой телеграм-канал. И я напоминаю, что в моем телеграм-канале идет опрос, какой будет стрим. Поэтому переходишь в мой телеграм-канал и, соответственно, отвечаешь на мой опрос. Также в 6 часов вечера будет стрим, поэтому приходи, не забывай взять вкусняшки. Все, всем спасибо за просмотр и всем удачи.